Здравствуйте! Я рада вновь приветствовать Михаила Майзульса, историка-медиевиста, научного сотрудника Центра визуальных исследований Средневековья и нового времени РГГУ. В рамках цикла «Знаки и жесты. Как читать средневековые изображения» мы продолжим говорить про важные экспонаты Пушкинского музея. Сегодня героем нашего повествования станет экспонат, часто вызывающий множество вопросов у наших посетителей. Он находится совсем рядом с нами. Бывают такие предметы, музейные экспонаты, которые волею судеб и своего облика оказываются чем-то похожим на пасынков залов, в которых они хранятся и выставляются. Они могут быть интересны, притягивать взгляд, но поскольку, подходя к ним, посетитель музея обычно не очень понимает, что это такое, как этот предмет читать, зачем он нужен, то он обычно, не разглядывая внимательно, проходит дальше. Я думаю, что вот это белое создание как раз к числу таких музейных пасынков и принадлежит. И я предлагаю сегодня подробнее поговорить о том, что это за изображение, для чего оно создавалось и почему оригинал сама рака или реликварий Святой Гертруды не до конца похож на тот слепок, который мы видим перед нами. Эта рака была создана в XIII столетии для святой, которая жила в VII веке, то есть более чем за 600 лет до того. Реликварий был создан, прожил всю свою жизнь в аббатстве Святой Гертруды в городе Нивель на территории современной Бельгии. А потом наступает 1940 год, Вторая мировая война, немецкий налет на город, город частично разрушен, аббатство Святой Гертруды очень сильно пострадало, церковь лежала в руинах, и, естественно, во время пожара и обрушения тяжелых элементов пострадал и реликварий. Его деревянная часть сгорела, его металлическая часть, сделанная из серебра, смешанного с медью, расплавилась, и осталось всего несколько деталей, вернее, на самом деле осталось 130 фрагментов, но целиком сохранило всего несколько значимых деталей, которые мы сегодня как раз в Бельгии можем и увидеть. Откуда мы знаем, как этот реликварий выглядел? Благодаря этому слепку, который сохранился в Москве в Государственном музее изобразительных искусств, благодаря другому слепку, который сейчас стоит в Нивеле, и, конечно, фотографиям, сделанным до Второй мировой войны. И поэтому, несмотря на то, что сам предмет сгинул, изучать его иконографию и его историю мы можем достаточно хорошо. Ну и вот в таких случаях получается, что слепок выступает практически как оригинал произведения для исследователей. Тоже такой достаточно интересный нюанс для реконструкции, для каких-то студий иконографических и исследовательских. Да, конечно. То есть он слепок превращается в оригинал или один из оригиналов, как в данном случае, или можно точнее сказать, что это заместитель оригинала, разумеется, да. Поскольку оригинала больше не существует. Кто же такая Святая Гертруда и чем она знаменита? Знатная дама, жившая в VII столетии во Франкском королевстве, дочь Пипина Ланденского, который был майордомом Австразии, одной из частей франкской державы. Она отказывается, еще будучи девушкой, выходить замуж. Ее мать основывает на земельных землях монастырь, дочь становится его аббатисой. Она умирает в 650-х годах, и довольно быстро вокруг ее персоны возникает культ. Ее канонизировали спустя много-много столетий, только в XIII веке, просто потому что в раннее Средневековье самого формального процесса канонизации просто не существовало. И мужчины, женщины, церковные иерархи, монахи и совсем редко миряне начинали почитаться как святые в силу самого факта почитания и готовности местного духовенства, местного епископа этот культ допустить. На месте в церкви, где она упокоилась, начинаются паломничества. Эта церковь неоднократно перестраивается, и в XI веке возникает огромная романская базилика, в освящении которой участвовал сам император Священной Римской империи Генрих III. В средние века Святую Гертруду почитали как защитницу путников, паломников, естественно, целительницу, это специализация, характерная для бесчетного количества средневековых святых, но у нее было и собственное очень специфическое занятие. С XV века стало считаться, что она помогает в борьбе с грызунами, с мышами, с крысами. А мыши и крысы — это в сельскохозяйственной экономике, где хранение зерна и его сохранность — это одна из важных гарантий
безопасности и выживания крысы и мыши — одни из главных врагов. Колоссальнейшая напасть. Важно, что монастырь, основанный матерью Гертруды, где она стала первой аббатисой, превратился со временем в чрезвычайно влиятельную обитель, в землевладельца, одного из самых крупных на территории, ну, если мыслить современными географическими рамками, современных Бельгии и Нидерландов. С 7-го столетия, когда жила святая Гертруда, проходит 6 сотен лет, 13 век, канонессы решают украсить мощи своей святой покровительницы новым роскошным реликварием. И заказывают вот это творение, которое стало одним из самых крупных, одним из самых роскошных, одним из самых сложных по иконографии реликвариев, какие вообще были созданы в Средневековье. Ну, получается, этот памятник дает возможность нам поговорить о более общей проблеме, о такой важной тенденции, о значимости реликвий и реликвариев вообще для понимания визуальной культуры Средневековья, да и в целом для мировосприятия средневекового человека. Да, конечно, их роль была колоссальна. Иногда хочется изобрести какой-то неологизм. Можно сказать, что средневековая культура была реликвиецентрична. Абсолютно оправданный неологизм, надо сказать. Да, в данном случае да. На средневековом Западе существовало две главных формы присутствия бытования сакрального. Это изображения, иконы, статуи, фрески, книжные миниатюры, витражи или другие типы образов, и реликвии. Слово «реликвия» происходит, как многие церковные термины, от латинского выражения «релинквия», означающего действительно остатки, останки, то есть некие материальные свидетельства того, чего больше сейчас с нами нет. А сами реликвии бывали двух важнейших типов. Это мощи, то есть тела святых, иногда целые тела, гораздо более чаще их фрагменты, часто совершенно крошечные, и предметы. Предметы, которые соприкасались с телами святых, которые служили орудиями их пыток или казней, вещи, которые ей принадлежали. Ну, самая известная реликвия такого рода — это, конечно же, крест, на котором был распят Христос, существовавший в Средневековье в бесчетном числе фрагментов, терновый венец, гвозди, которыми его тело было прибито ко кресту, копье Лонгина. Реликвии были очень важны как вместилище сакральной силы, как залог присутствия святого в храме, поскольку реликвии помещали в каждый алтарь или под алтарь. С IX столетия реликвии начали воздвигать, помещать на сами алтари, и они гораздо чаще, чем до того, стали зримы для верующих. Реликвии делили на части, будь то реликвии предметы, как Святой Крест, или реликвии тела, мощи, которые разделяли, дарили, отправляли в новые храмы из одного монастыря в другой монастырь, и тем самым похищали. Это была чрезвычайно значимая практика, а не какая-то редкая девиация. И тем самым, благодаря дроблению мощей и реликвий предметов, обеспечивалось все более и более интенсивное присутствие сакрального и святых заступников в пространстве Средневекового Запада и Средневекового Востока. Но есть чрезвычайно значимый момент, и тут мы переходим уже ближе к нашему реликварию Святой Гертруды. Реликвии редко помещались на алтарь или в какое-то другое пространство вне какого-то обрамления. Они обычно защищены, украшены и помещены в реликварий. Реликварий играет двойственную роль. Он, с одной стороны, скрывает реликвию, защищает ее, а с другой стороны, являет этот предмет какой-то часто малопонятный кусок плоти, неизвестно кому принадлежавший, какой-то кусок дерева, некий обрывочек ткани или что угодно еще, без роскошного реликвария с фигурами святого, с подписями, которые его аутентифицируют. Эти предметы очень часто не могли бы иметь и являть верующим свой высокий статус сакрального объекта. На протяжении истории Средневековья существовало
множество разных форм, обликов реликвариев. Я сейчас покажу подробнее основные типы. Иногда они выглядели как своего рода сундучки или прямоугольные такие ящички, прямоугольные саркофаги. Форма зданий, церквей, похожих на реальные церкви, которые строили в том же месте и в то же время, когда создан конкретный реликварий, или совсем на них не похож. В форме книги, формы сложно организованного створчатого такого складня, где открывается створка, и верующий мог увидеть реликвию, расположенную внутри, вместе с какими-то изображениями. В форме частей тела, в форме тел целиком, в форме стеклянных сосудов. Множество разных вариантов. Давайте посмотрим на несколько примеров. Начнем с самых простых, с реликвариев-сундучков, как, например, вот этот, созданный для фрагментов мощей святого Томаса или Фомы Беккета, одного из самых влиятельных средневековых святых, архиепископа Кентерберийского, который в 1170 году был убит во время мессы в своем соборе несколькими рыцарями, придворными английского короля Генриха II, с которым святой Томас находился в многолетнем конфликте. Он быстро начинает почитаться как мученик. К его могиле в соборе устремляются толпы паломников, над ней воздвигают роскошный балдахин и обустраивают как настоящее святилище, и очень быстро, уже в 170-х, 1180-х годах, создается множество реликвариев, предназначенных для фрагментов предметов, которые были с ним связаны. Вот как вот этот. То есть у нас ящичек металлический, с крышечкой, крышечка открывается, крышечка закрывается, и важно, что снаружи изображены несколько сцен, связанных с жизнью святого Фомы. Как раз вот здесь, на его передней стороне, мы видим сцену убийства, когда один из рыцарей разбивает святому Фоме голову длинным мечом. Один из самых ранних и самых любопытных типов средневековых реликвариев — это так называемый статуй-реликварий. Что это означает? Есть статуя, внутрь которой помещаются фрагменты мощей или какие-то другие реликвии, связанные с конкретным святым. Самый древний из сохранившихся и самый известный тип такого реликвария изображения, вот он перед нами, это статуя святой Веры, святой Фиды из Конка. Раннехристианская мученица здесь предстает перед нами как величественная фигура, восседающая на престоле, увенчанная короной. Ее тело сделано из дерева, оно покрыто золотыми листами и украшено сверху множеством драгоценных камней. И что любопытно, как выяснилось, когда реставраторы работали с этим изображением, оно состоит из частей, созданных в разное время, что не уникально для средневековых и архитектуры, и для средневековых реликвариев и других предметов. Святая Вера предстает перед нами целиком, от головы до пят, но очень часто для фрагментов мощей создавались реликварии в форме того органа, той части тела, которая в них помещалась. Вот есть реликварий в форме руки с ладонью, сложенной в жесте благословения. Южные Нидерланды, как раз 13 век, тоже столетие, когда был создан реликварий святой Гертруды, чуть-чуть пораньше. И любопытно, что вот в этой нижней части руки, в ее рукаве, есть сейчас два каких-то грубо выглядящих отверстия, скорее напоминающих дыры, и это действительно дырки, оставшиеся после того, как оттуда выломали, видимо, кусочки горного хрусталя, прозрачные драгоценные камни или, может быть, кусочки стекла, которые служили оконцами, через которые можно было увидеть сами фрагменты мощей. Вот еще один пример. Уже не рука, а голова. Бюст реликварий, принадлежавший святому Аредию, или, вернее, созданный для святого Аредия, тоже в 13 столетии. Есть деревянная основа, вот она слева, в ней ниша, в которую как раз и вкладывались реликвии. Эта основа вставляется внутрь металлического реликвария, который стоит справа, а в голове устроена решеточка, сама решеточка, правда, здесь более поздняя, через которую можно как раз класть, вынимать сами реликвии или к ним прикасаться. В более поздние времена, на исходе Средневековья,
в моду в Северной Европе, особенно в германских землях, входят деревянные бюсты, раскрашенные для того, чтобы придать фигуре живоподобие, изображавшие святых мучеников, очень часто это женские фигуры, как вот этот реликварий святой Варвары, созданный в Страсбурге в 15 столетии. Мы видим полуфигуру юной девушки с таким довольно бледным лицом, румянцем на щеках, а в ее груди вот осталось овальное отверстие, это как раз ниша, в которую помещался фрагмент ее мощей. Были более странные приспособления. Если есть руки, то должны быть и ноги, ступни и другие части тела. Вот это не сам реликварий, это футляр для него. Важный момент. Очень часто хранение реликвий устроено по принципу матрешки. То есть есть сама реликвия, зачастую очень и очень небольшой фрагмент кости, ткани, дерева или чего-то еще, который помещается в один небольшой сосуд, какой-то золотой с эмалями, драгоценными камнями и геммами. Этот маленький сосуд помещается в сосуд покрупнее, скажем, сделанный из серебра, тот в еще один сосуд. И таким образом, для того, чтобы добраться до самой реликвии, мы должны, как по принципу матрешки, их открывать и вынимать развенчать покровы из друга, один за один. снимать покровы. И этот тип хранения, в нем, конечно же, можно искать и практическое значение, скрыть, удалить. И при этом, чем больше драгоценных окладов, тем в каком-то смысле сильнее сакральный ореол, окружающий столь тщательно охраняемый, столь далеко скрытый от взоров верующих объект, к которому они так хотят прикоснуться и который они столь сильно мечтают увидеть. Перед нами футляр, сделанный из дерева, сверху покрытого кожей. Это фрагмент несохранившегося реликвария святой Маргариты. Кто же такая Маргарита? Одна из многочисленных ранних христианских мучениц, которая по преданию оказалась в темнице, и когда она там томилась, ей явился дьявол в облике дракона или змея. Он пытается ее пожрать, у него это, естественно, не получается. Она, по одной версии, осеняет себя крестным знаменем, по другой у нее есть крест, которым она раздирает тело дракона, она из него выходит, одерживает победу над сатаной. Есть вот этот ботинок, сделанный из дерева, покрытый кожей, а сверху рельефы с изображениями эпизодов из житий святой. Он открывается, он закрывается. Ну, еще всего лишь несколько примеров, их можно приводить еще очень долго. Перед нами раньше были трехмерные объекты. Ящички, саркофаги, храмы, головы и тела. Но был очень популярный в позднее Средневековье, особенно каких-то небольших частиц реликвий, тип таких реликвариев, которые можно сравнить с книгами или с изображениями, диптихами, триптихами, то есть образы, у которых есть створки. Складни такие. Складни. Вот как вот этот диптих-реликварий, созданный в Италии в конце XIV столетия, то есть две дощечки, соединенные как книга вот здесь, они открываются и закрываются. Внутри множество изображений, большие евангельские сцены в центре, Рождество Христа слева и его распятие справа, символы евангелистов, маленькие фигуры святых. А вот если присмотреться на белое пространство между ними, то мы увидим написанные красными чернилами подписи. Это имена тех святых, крошечные совершенно реликвии которых помещены вон там в маленькие ниши между изображениями и подписью. Ну и обсудив как раз такие общие типологические возможности реликвариев, давайте как раз перейдем к нашему памятнику и обсудим, каким образом здесь реализовано это визуальное повествование о реликвии и как реликварий позволяет нам судить, что же он скрывает. Давайте вернемся назад к аббатству в Нивелле и к истории этого предмета. Мы в XIII веке, в его второй половине, а точнее в 1272 году, когда канонессы поручают нескольким мастерам
создать новый роскошный реликварий для мощей их святой покровительницы, святой Гертруды. Это тот редкий случай, когда у нас есть предмет и есть сохранившийся до наших дней текст контракта на его создание. Он дошел до нас не в оригинале, а в копии 15-го столетия, но это не важно. 1272 год, трое мастеров, Калар из Дуэ, Жакмон из Нивеля, ювелиры, и еще один ювелир, мастер, одновременно монах бенедиктинского монастыря Аншен, которого тоже звали Жакмон. Он должен был создать эскиз, архитектурный чертеж, схему будущего реликвария. Работа над ним тянется долгие-долгие годы и завершается уже другими мастерами в 1298 году. Как они работали и из каких материалов этот реликварий создали? У него было, как и у... Точнее, его прообраз. Да, его прообраз, да, поскольку это слепок. Здесь был деревянный средник, а дальше мастера работали с серебряными листами, это было серебро с при определенной примесью меди, из которых уже создавали форму очень сложной готической церкви. Мелкие детали они создавали с помощью ковки, еще более мелкие детали лиц и одежд персонажей Христа, Девы Марии, святых, ангелов, чеканка, какие-то фигуры на крыше металлопластика, и потом все это серебряное великолепие было позолочено, инкрустировано драгоценными камнями, античными гемами и перегородчатыми эмалями. Чего, конечно, сейчас, глядя на этот объект за стеклом, представить довольно сложно. Реликварий похож на архитектурный макет, и это макет чрезвычайно детализированный и, в общем, довольно точно воспроизводящий облик готических церквей и соборов, какие строили в XIII столетии. Это маленькая церковь с 3 нефами, центральным самым высоким, 2 боковыми пониже, как, собственно, это и делалось в реальности, с стрельчатыми, такими ломанными готическими арками, с сложными ажурными розами на всех 4 сторонах этого здания, с множеством статуй. И получается, что мощи святой Гертруды были заключены в реликварий церковь, который стоял внутри церкви. В конце XIII века готика, естественно, на севере Европы, во Франции, в Нидерландах, на территории Священной Римской империи вовсе не была, конечно же, в новинку. Мастера-ювелиры, которые создавали этот реликварий, воспроизводят в металле множество архитектурных элементов, которые можно было в ту эпоху увидеть на готических церквях и соборах. Давайте посмотрим, что это за элементы. Вообще, готика, архитектурный стиль, рождается в середине XII столетия в Иль-де-Франсе, королевском домене вокруг Парижа, потом постепенно начинает распространяться по северной части королевства, в Англию, позже в германские земли, на территорию современных Бельгии и Нидерландов. И к концу XIII века, когда создается этот реликварий, этот стиль, естественно, уже давно не был какой-то новинкой. У него было несколько отличительных черт, несколько ключевых элементов, по которым мы и сегодня можем его узнать, и который мастера-ювелиры, создавшие раку для святой Гертруды, очень тщательно и очень реалистично воспроизвели. Что это за элемент? Конечно, это стрельчатая арка. Не круглая или циркулярная, которая использовалась еще в римской архитектуре, а потом в дороманской и в романской, которую активно использовали еще многие строители в XII веке, а в германских землях и в XIII столетии, а арка стрельчатая или ломаная. Здесь мы можем увидеть ее и на порталах, в которых стоят статуи, и в ажурном украшении роз, и много еще где. Это нервюрный свод, то есть свод храма, созданный из нескольких пересекающихся друг с другом стрельчатых арок, ребер. Нервюрный свод позволял делать давление, которое своды церкви передавали колоннам не столь большим, как в романских постройках. Более точечным, а благодаря этому здания становились выше, стены становились тоньше, окна становились шире,
появились огромные, заливающие церковное пространство светом витражи. Все это без готического свода в техническом инженерном плане в романскую эпоху было еще невозможно. И, наконец, есть еще один технически значимый элемент, который постепенно превращается в том числе и в элемент стиля. Для того, чтобы строить здания все выше и делать их окна все шире, готические мастера применяют следующую технологию. Давление от сводов передается огромным тяжелым столбам, которые находятся пристроены к храму снаружи, которые называются контрфорсы, а сложно организованные арки, по которым распор переходит к ним, зовутся аркбутанами. На этих аркбутанах для того, чтобы увеличить их вес и для того, чтобы подчеркнуть устремленность готической церкви вверх к небесам, часто строятся такие маленькие ажурные башенки, которые называются пинакли. Естественно, это не какая-то копия реально существовавшего здания. Это синтез, воображаемая конструкция, очень похожая на готический собор в миниатюре, микроархитектура, вот термин, который используется очень часто исследователями. Если мы изучим реликварий более пристально, то мы увидим, что здесь есть элементы, которых не существовало в реально готических постройках или в техническом плане просто не могло существовать. Скажем, порталы целиком заняты огромными статуями. Ни в каком реальном соборе это не могло. Если это масштабировать, то да, это если это масштабировать, это, во-первых, чудовищно высокие статуи, и плюс это порталы, в которые нельзя войти, потому что они перекрыты стражи стоят. Стражами святыми, Христом и Девой Марией, которые не зовут в храм, а наоборот не пускают в него. Или ниши. Вот присмотрите внимательно, получается, что по всему периметру этой микроготической постройки в нишах установлены фигуры. 4 портала. В одном Христос Судья, в другом Дева Мария с младенцем, в одном распятие с предстоящими Девой Марией и Иоанном Богословом, а напротив святая Гертруда, предстающая перед нами как аббатисса, с посохом в руках, над ней фигуры 2 ангелов, которые возлагают на нее корону, знак ее святости. Такого рода статуи, не только перекрывающие порталы, но и огромные фигуры, которые вдоль всего здания занимают ниши, тоже, конечно же, в реальности нигде не существовали. Давайте посмотрим на крышу. Мы увидим рельефы, множество мелких фигур. Среди них узнаем повторяющуюся вновь и вновь святую Гертруду, других персонажей. Это эпизоды из ее жития и посмертных чудес. Если прокомментировать всего несколько из них, скажем, есть сцена, где на виселице висит дьявол. Это эпизод, который мы находим в текстах. Некий рыцарь, желая разбогатеть, продает свою душу дьяволу, потом горько в этом раскаивается, обращается с молитвой к святой Гертруде, она его избавляет от этого пакта и наказывает сатану. Рыцарь видит, как она его вешает. Ровно этот эпизод мастера изобразили на крыше этого микрособора. Или другая соседняя сцена, когда в аббатстве вспыхивает пожар, святая Гертруда, это происходит не при ее жизни, а после смерти, она уже пребывает на небесах, является для того, чтобы спасти свою обитель, тушит огонь, обитель сохранена. Естественно, на реальных крышах средневековых готических храмов такого рода огромных рельефов, открытых лишь взору Господа или ангелов, взирающих на них с небесах, мы не найдем. Это было и не нужно, и технически затруднительно. Но мы с вами отметили достаточно большое количество отличий между структурой реликвария и структурой самого архитектурного здания, но между тем обнаружили большое количество сближений. И вот давайте поговорим о том, что эта тенденция характерна не только для реликвариев и архитектуры, но и в целом подобные миграции каких-то отдельных форм, каких-то визуальных мотивов, такое взаимопроникновение разных видов искусства, это в целом для средневекового искусства, для средневековой визуальной культуры характерно. Вот, может быть, какие-то отдельные примеры и отдельные аспекты этой тенденции мы тоже рассмотрим.
Получается, что готические формы и стрельчатая арка, и аркбутаны с контрфорсами, и своды рождаются как решение не столько эстетических задач, сколько инженерных проблем. А потом постепенно они начинают переноситься в другие визуальные формы, в другие техники, другие материалы, где инженерных задач либо нет, либо они отходят далеко на второй или третий план, и готические формы превращаются уже в эстетические решения, естественные, привычные, единственно мыслимые формы храма и его украшения, которые мы увидим и в архитектуре, и в микроархитектуре, и в церковной утвари, и в рамках, которые писали на фресках, и в нарисованных рамках, которые мы увидим, открыв средневековые рукописи, и на витражах, когда готика пропитывает всю средневековую визуальную традицию, а не только архитектуру. Например, если мы зайдем в какой-нибудь музей, где много декоративно-прикладного искусства 15-16 веков, посмотрим на сундуки, на замки, и к этим сундукам, и просто на замки, которые помещали в входные двери, мы видим там то же самое. Множество стрельчатых арочек, заполнение почти всего потенциально пустого пространства готическим кружевом, трехлистники, четырехлистники, какие-то формы, имитирующие пинакли с их ажурными украшениями. Готические формы оказываются языком, превращаются в язык, на котором говорят почти все формы визуального. Но есть изображения, в которых визуальные формы, отсылающие к готической архитектуре, имеют еще и определенный символический смысл, где они могут противопоставляться, например, сюжетам, помещенным на фон архитектуры более ранней, архитектуры, явно отсылающей к таким романским формам. Но давайте таким примером тоже обратимся. Да, давайте попробуем. И для историков, для искусствоведов чрезвычайно важен контраст между формами, которые принято называть романскими, и формами, которые мы сейчас именуем готическими. Но любопытно то, что и для самих средневековых художников, и, видимо, тех клириков, вдохновителей многих программ, которые подсказывали, что именно надо изобразить и как, этот контраст тоже имел значение. Начиная с XIII века появляется, если не серия изображений, то периодически возникают изображения, на которых старые округлые арки, которые использовались в романское время, еще в XII веке, а до этого в римской архитектуре, ассоциировались с древностью, с прошлым, а готические формы, стрельчатая арка, и все те самые розы, аркбутаны и контрфорсы, которые я так подробно перечислял, ассоциировались с новым, с современным, и эта оппозиция, старая, древняя, новая, использовалась для того, чтобы соотнести, а в некоторых случаях противопоставить Завет Ветхий, иудейский закон, и Завет Новый, и христианскую благодать. И вот это архитектурное противопоставление, оно доживает до позднего Средневековья, до Северного Возрождения, и в гораздо более тонкой и порой в менее очевидной форме появляется у великих художников-фламандцев, у старых фламандцев XV века, и у Робера Кампена, и у Яна ван Эйка, которые, соотнося Завет Ветхий и Завет Новый, описывая явление в мир благодати, работают часто сознанием истории архитектуры, насколько она вообще была возможна в то время для художника, с различием форм готических и доготических. Вот давайте посмотрим на два всего лишь примера. Робер Кампен, в мастерской которого начинал еще один великий фламандец Рогер ван дер Вейден, пишет вот эту алтарную панель, в которой появляются две связанных сюжетно сцены. С левой стороны Иерусалимский храм, тоже в виде ротонды, в котором женихи, претендующие на руку Девы Марии, приносят свои посохи, и дальше случается чудо, как известно из одного апокрифического сюжета. Посох или жезл, принесенный престарелым Иосифом
зацветает, ну и тем самым становится ясно, что Господь именно его прочит в женихи Деве. Слева в глубине ротонда, символизирующая древний Иерусалимский храм, с куполом, круглыми арками, которые ассоциировались с древностью, с Востоком, с экзотикой, и в данном случае с миром Ветхого Завета. А Дева Мария, Иосиф, первосвященник на первом плане, в сцене помолвки стоят перед готическим храмом, и важно, что он недостроен, потому что церковь еще не родилась, она только еще должна появиться. И вот эта метафора строительства завершенного или незавершенного появляется в фламандском искусстве еще не раз. У Робера Кампена здание церкви еще не достроено, но художники конца XIV и начала XV века использовали и другие архитектурные метафоры. Например, есть несколько роскошно украшенных псалтырей, в которых появляется череда сцен, представляющих эстафету избранности от Ветхого Завета к Завету Новому, от еврейских пророков к христианским апостолам. И вот эта игра с идеей преемственности Ветхого Завета и Нового Завета, и при этом их противопоставление через различные архитектурные метафоры в еще более тонкой форме появляется у, наверное, величайшего из фламандских художников XV века Яна ван Эйка. Образ, который сейчас хранится в Национальной галерее в Вашингтоне, Благовещение, я предлагаю посмотреть на него. Действие происходит не в хижине, не в богато обставленном фламандском доме, как многие благовещения, которые писали его современники, в частности, тот же Кампен, а в пространстве храма. И вот нужно посмотреть на то, как этот храм выглядит. Как Ван Эйк в XV веке, представляя первый акт боговоплощения, использует архитектурные метафоры и соотносит древность с новой христианской современностью. Это очень странный храм. В каком-то смысле он растет, воздвигается сверху, а не снизу, как это происходит в реальности, когда создается фундамент, потом ставятся колонны, прокладываются стены, и только в конце воздвигаются своды. Это храм, не перекрытый каменными сводами, а с плоской деревянной, то есть для XV века, когда Ван Эйк создает этот образ, очень простой и архаичной формы, такая деревянная крыша. Под этой крышей небольшие оконца, очень сильно отличающиеся от огромных витражных окон, которые можно было увидеть в французских и нидерландских храмах и соборах того времени, с круглыми арками и витражами, а в этих витражах сцены связаны явно с Ветхим Заветом. Например, Бог Отец, херувимы, а рядом фрески, написанные в стиле, похожем на XII или XIII век и тоже отсылающим к ветхозаветным временам. Дочь фараона и ее служанка находят в водах Нила корзину, а в ней мальчика, а мальчик это становится пророком Моисеем. А с правой стороны мальчик уже не мальчик, а муж. Моисей принимает у Бога заповеди, скрижали, закон. Пророк Моисей в христианской традиции, в искусстве Средневековья олицетворяет Ветхий Завет, скрижали, которые очень часто появляются в руках у синагоги, как ее главный атрибут, и при этом выступает как ветхозаветный тип Христа. А теперь спустимся взглядом вниз. Арки за спиной архангела Гавриила, возвещающего Деве Марии благую весть, за спиной самой Девы Марии приобретают легкую стрельчатость. Это не стрельчатые арки поздней готики, опять же, которые могли бы увидеть в реальных зданиях. Они не так сильно отличаются от полукруглых арок сверху, но все-таки эта разница существует. За спиной у Девы Марии 3 окна, и эти 3 окна, безусловно, отсылают к догмату о Троице, к идее триединого Бога, от которого она в этот момент, когда ей является архангел Гавриил, и зачинает Сына Христа.
Есть тут еще одна любопытная деталь, на которую не так часто обращают внимание, но она вот явно возвращает нас к архитектурным метафорам, разбору, распаду Ветхого Иерусалимского храма и соотнесению, противопоставлению двух заветов. Я сказал про деревянную крышу. Она в тени, ее довольно сложно разглядеть, но если мы откроем, скажем, замечательный сайт под названием Closer to Van Eyck, где его работы выложены в потрясающем гигапиксельном разрешении, мы можем увидеть то, что не увидит даже посетитель Вашингтонской национальной галереи, если не воспользуется микроскопом и лупой, то в этой тени мы увидим, что в этой деревянной крыше Ван Эйком написаны дыры. Где-то нет небольшого кусочка доски, где-то кусочка доски побольше. То есть, конечно, мы можем предположить, что это такая реалистическая деталь, подчеркивающая всего лишь навсего плачевное состояние того воображаемого храма, в котором происходит действие Благовещения. Но поскольку сцена эта проникнута символикой и вообще в рамках церковной традиции чрезвычайно значима, вряд ли здесь такие детали могли быть случайны. Скорее всего, это еще один элемент противопоставления Завета Ветхого и Завета Нового. Иерусалимский храм распадается на части, ветхость. Так здесь ветхость того мира, на котором рождается мир христианский и евангельский, подчеркивается через эти часто незаметные для большинства зрителей детали, вот как дырки в деревянной крыше. И вот в следующий раз я предлагаю поговорить о том, как была устроена в фламандской и немецкой живописи XV века такого рода скрытая или не всегда заметная символика. Ну и как раз любопытно, что вы сделали акцент на том, что эта символика, эти дополнительные коннотации, они считываются нами не сразу же, они не такие прямолинейные, не такие резкие, не такие однозначные. И вот как раз об этой скрытой символике, такой, которая требует от зрителя определенного внимания, определенной вовлеченности, мы в дальнейшем и поговорим на примере как раз ранней нидерландской живописи, ранней немецкой живописи, комплекса работ уже XV века. Ну да, так мы и сделаем. Эта символика действительно не прямолинейна, не столь однозначна, часто трудно заметна. И главный момент, то, что мы не всегда понимаем, действительно ли в этих деталях есть символика. И на примере многих позднесредневековых изображений Благовещения, где Дева Мария принимает архангела Гавриила в детально и реалистично прописанном интерьере богатого фламандского дома, мы и попытаемся понять, в каких деталях был заложен символический смысл, в каких нет, и как нам отличить одно от другого. Замечательно. Спасибо.